Второй такой шоковый для меня жизненнаправляющий, судьбоносная такая вещь оказалась «Пирамида» Jazz Modern Quartet. Дело в том, что у меня с джазом были очень интересные такие отношения всегда. Но, естественно, я получал сугубо академическое образование. С 6-7 лет это любимый композитор Гайн, Моцарт, Шуман. Но вот как раз в те же самые 12 лет, когда у меня случилась история с Гленном Гулдом, у меня появилось такое развлечение. Я очень любил крутить ручки радиоприемника. И, в общем, это, наверное, примерно такое же впечатление было, как вот сейчас вот люди, которые по интернету, вот открывались какие-то миры такие. И, в общем, вот в этих бесконечных вот сменных мирах меня, значит, начала привлекать одна радиостанция, это «Голос Америки», Уиллис Коновер, и стал слушать все чаще и чаще вот эти джазовые передачи. Time for jazz. Willis Conover in Washington, D.C. with the Voice of America Jazz Hour. А потом, значит, в это время тоже, когда мне было 11-12 лет, играл типа что-то Чарльстона, фокстротов 20-х годов. И даже, значит, я сочинил одну пьесу такую, которую я в компании друзей играл, и это называлось «Мартышкин джаз», пользовалась успехом таким. Самое интересное началось потом, когда я уже поступил в училище, в начале там 61 год, 62 год, открылись джазовые кафе. Это молодежное, потом кафе «Синяя птица», где Громин играл, Козлов играл, вот такие титаны. Училище. Некоторые из ребят оказались продвинутыми джазистами. Некоторые из вот моих друзей, там Володя Мильман, вдруг мог подсесть и участвовать в джейм-сейшене с ними. Это было для меня совершенно фантастически недоступно. И мне это все время как-то хотелось причаститься к этому, как бы научиться. Но все мои попытки до поры до времени оказывались неудачными. И тут вот мне попалась в 1963 году пластинка «Пирамида», Modern Jazz Quartet. И там вот есть большая пьеса «Пирамида», и там есть одно совершенно потрясающее соло Джона Льюиса. Оно совершенно, как я теперь понимаю, минималистично. Оно на 4 нотах. Там он в течение где-то 5 минут вот колупает эти 4 ноты, как бы не впопад. Получаются такие низкогадушки, невгадушки. И вдруг вот мне здесь открылся какой-то философский камень, если так можно сказать, джаза. То есть я понял, что не обязательно иметь вот эти навыки игры, которые мои друзья имели. Просто тут надо перещелкнуть что-то у себя в голове. Эту пластинку совершенно заслушал. «Пирамида» у меня все время крутилась. И здесь появилась следующая пластинка. Это квартет Монка «Мистериоза». Это пластинка 1958 года, но в мои руки она попала в 1962-м, 1963-м. У меня эта пластинка вообще вышла, я имею в виду вот эту «Мистериоза». Я понял, что самое главное вот это прикосновение, вот это самое даже не то, что, может быть, он играет, а вот сам звук одной ноты, которую он извлекает. И, кстати говоря, это меня тоже вот настолько поразило, и не просто поразило, настолько изменило. И то, что я сейчас играю, это я играю только потому, что я вот Монк в свое время услышал, и поэтому, собственно говоря, ему и подражаю. Звучание этих двух дисков – ключ и замок для меня, моего понимания музыки. Здесь произошло то, что свет клином на академической-то музыке не сходится. И то, что есть Моцарт, Шуман, Бах – это одно, вот, а есть нечто другое.
тут было ясно совершенно, что есть музыка текстовая, структурированная текстовая музыка, музыка того же Баха, есть текст. А здесь вдруг я понял вот этот секрет. Джаз – это устная традиция музицирования. Вдруг вот в «Пирамиде» мне открылась вот эта устная, не обремененная текстом традиция, да? Это изречение из Дао Дэ Цзина. Великий оратор подобен заике. И тут вот Телониус Монк, он всегда подобен заике. Значит, и вот это соло тоже из «Пирамиды», оно тоже как бы заикающееся. И мне открылась такая вещь, что, наверное, самое интересное – это не в каких-то замечательных текстах, а в тех сбивках, в тех заиканиях, в тех каких-то икотах, которые возникают вот в этом тексте. И особенно в наше время это не гладкость речи, а косноязычие. Но не просто косноязычие, а вот то косноязычие, которое вскрывает смысл, действительно. И поэтому, вот, значит, вот эти два диска, вот они меня именно вот в это, как сказать, такое шоковое состояние ввергли, и именно благодаря им я получил вот это знание. Смысл, раскрывающий через запинку, икоту и вот такой, ну, срыв какой-то.